Now I'm in Tbilisi, and I've come to a place that tells a very different side of Georgia's history, the Museum of Books. At first, it might look like a quiet museum filled with old books and manuscripts. But these pages tell the story of how Georgia managed to preserve its identity through centuries of foreign influence. Georgian is a fascinating language because it belongs to its own Kartvelian language family. It isn't a Slavic language, and it isn't derived from Russian, Persian, Armenian, or Turkish. Instead, Georgian developed independently. Издание это газета на грузинском языке, это газета, которая называлась «Газета Грузии». По-грузински это звучит так «Сакартвелос газеты». И вот здесь лежат два номера этого газеты, это А4 там, формат, но это была первая, и поэтому от этой газеты начинается история грузинской прессы. И в то время в Российской империи всего в нескольких городах, 4 городах издавалась вообще периодическая пресса, периодика, газеты. И вот один из них была Тбилиси. Это не просто первая газета для Грузии, но еще первая газета по всему Кавказу, не издавалась вообще. Да. Потому что это новое было для культурного мира. До этого в Европе издавалось, конечно, и в России издавалось, но вот в Грузии начинается с XIX века. Первая половина XIX века, до 50-го года XIX века, всего несколько изданий были, журналы и газеты. Тогда 3 года всего просуществовала эта газета, «Сакартвелос газета», газета Грузии. И в 1821 году оно закрылось, потому что не имело подписчиков. Это все-таки новое было. Неинтересно было грузинскому обществу эта газета, потому что это не отражало такие деяния и желания, и интересы для грузинского общества. Это все-таки инициатива была от самой правительства российское, потому что они хотели администрировать, как-то сблизить народы Кавказа. На грузинском языке это сначала издавалось на русском языке, потом переводилось на грузинский язык. И на грузинском языке издавалось потому, что жители Кавказа, которые не русские жители, они больше владели грузинский язык, чем какой-нибудь другой язык. Значит, это больше распространялось на грузинском языке. Вот через несколько лет, в 1828 году, была издана уже вторая газета в Грузии, и это считается первой русскоязычной газетой. Это была газета под названием «Тифлисские ведомости». На 3 языках. К сожалению, здесь не лежит эта газета, потому что у нас есть только фотокопия этой газеты, и неинтересно, так сказать, фотокопии показать, но эта газета для нас интересна тем, что вот она издавалась на 3 языках, на русском, на грузинском и на язык фарси. Грузинскую часть редактировал общественный деятель и литератор Соломон Дудашвили. И по его инициативе в 1832 году при этой газете издалось литературное приложение на грузинском языке. Оно так и называлось «Литературное приложение Тифлисских ведомостей». И это было уже первый грузинский журнал. Вот этот маленький такой. Там и литературные произведения были, и статьи о грузинской литературе, статьи о грузинской истории. И это интересное издание для нас, потому что вот и в нашем музее вот эти 2 издания, первая грузинскоязычная газета, первый грузинскоязычный журнал, это самые первые издания грузинской периодики. Вот первые 50 лет, как я говорила, до 50-х годов, там вот издавалась еще такая русская газета
Закавказский вестник с 1838 года началось издание, и до 55-го, последние издания были 55-го года. Это журнал «Тискари» называется, это «Восход», это чисто литературный журнал. И это переплет, несколько номеров там, потому такое издание толстое, как бы, это не один номер, а 6 номеров там. Журнал «Вестник Грузии» – это общественно-политический журнал. Здесь не только литературные произведения, здесь и полемика, здесь и высказывает. Ее основатель был Илья Чевчевадзе. Илья Чевчевадзе – это такой деятель для Грузии, его называют отцом Грузии, грузинской нации. И многое он сделал для поднятия национального духа Грузии в то время, когда нихилизм очень овладевал грузинского общества. И он в разных сторон, и литература, он и писатель был, и поэт. Илья Чевчевадзе, его профессия, это он получил камеральное образование, это значит, что он экономист, юрист-экономист, он две профессии. Так было в России, он получил образование, и даже такое было направление. Он один из основателей Дворянского банка, он служил и юристом, то есть разносторонний деятель был. Он, в общем, хотел, чтобы запретили смертную казнь. В начале 20-го года его из Закавказья избрали депутатом в Госдуме Российской империи. Как депутат был он. И тогда, и там он продвигал идею, чтобы в Российской империи запретили смертную казнь. И была группа, тоже российские депутаты и другие, и вот прогрессивный он был человек, и взгляды эти, гуманные взгляды он хотел продвигать. Почему я останавливаюсь? Интересно то, что его в конце концов и убили здесь. И когда арестовали их убийц этого человека, и их хотели казнить, вдова попросила губернатора, она имеется эта просьба, чтобы помиловать их и не казнить, потому что это противоречит убеждениям Ильи Чевчевадзе. Хорошо, это много сейчас мы об этом говорим, но интересно эта тема, я думаю. А это журнал, первый предметный, так сказать, журнал, который одна тема. Это тема сельского хозяйства. Таким образом, они давали новшества в этой сфере. Там тогда фотографии не были, или очень дорогие были, и поэтому рисовали. Это, между прочим, корова финская, по-моему, или голландская корова. Она много давала молоко, и в основном вот пропагандировали, что надо вот таких разводить.